Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня я хочу поделиться рецептом и опытом приготовления невероятно ароматной, душистой и очень полезной настойки из лепестков роз. Настойка из лепестков роз в основном подается к чаю. Кроме этого, настойку из лепестков роз можно использовать в кулинарии. Ее можно добавлять в тесто или же в крема. Настойка из лепестков роз широко применяется в народной медицине для устранения дисбактериоза и нормализации работы пищеварительного тракта. Настойка из лепестков роз укрепляет сердечную мышцу. Также применяется для устранения спазма сосудов головного мозга и для восстановления иммунной системы. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра! А пока я буду делиться своим рецептом и опытом приготовления настойки из лепестков роз, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мне понадобится чайная роза. Для настойки я использую как лепестки, так и плоды розы, лимонная кислота и кипяток. Вот и все. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, оставлю под видео. Итак, розу кладу в холодную воду примерно на час. Затем несколько раз меняю воду, при этом каждый раз перекладывая розы из одной посуды в другую, очень бережно мою ее. Затем откидываю в дуршлаг, после кладу на хлопковую скатерть, чтобы вода вся стекла. Лепестки не отрываю от плодов. Для настойки я использую как лепестки, так и плоды розы. То есть завариваю лепестки роз вместе с плодами. Ведь кроме того, что ценность и полезность чайной розы скрывается не только в лепестках, в том числе и в ее плодах, плоды чайной розы придают настойке еще больше волшебный аромат, чем сами лепестки. Все, розы готовы. Кладу их в заварной чайник. Я специально выбрала один чайник прозрачным, чтобы были видны все изменения, которые будут происходить с лепестками в чайнике. Как завариваются лепестки, как настойка меняет цвет, ну и так далее. А вообще, для заваривания настойки рекомендую использовать большой заварной чайник. Наверняка у многих из вас дома есть вот такой большой чайник от чайного сервиза. Обычно в таком чайнике я подаю чай, когда у нас бывают гости, чтобы каждый раз не бегать за чашкой чая к плите. А сегодня я буду в нем заваривать настойку из лепестков роз. Если такого большого чайника у вас нет, то ничего страшного, можно приготовить настойку в термосе. Теперь лепестки роз заливаю кипятком и ставлю чайник на огонь чуть ниже среднего. Завариваю настойку примерно 20 минут. Всего для настойки я взяла 200 грамм чайной розы. Из них примерно 60-70 грамм кладу в чайник с объемом 600-700 мл и завариваю. А остальные 130-140 грамм розы буду заваривать в чайнике объемом примерно 300 мл. То есть, грубо говоря, на каждые 100 грамм лепестков надо брать 1 литр кипятка и 1 чайную ложку лимонной кислоты. Все это внизу под видео укажу. Добавляю лимонную кислоту в чайник, мешаю настойку для того, чтобы лимонная кислота полностью растворилась, и
выключаю плиту. Чайники можно оставлять на плите, пока плита горячая, а можно сразу убрать под теплый плед. К слову скажу, что лимонная кислота добавляется для проявления цвета. Она также играет роль натурального консерванта. Но в погоне за идеальным цветом нельзя переборщить с лимонной кислотой, так как избыточное количество лимонной кислоты, насколько положительно отразится на цвете настойки, настолько же плохо повлияет на ее вкус. Избыточное количество лимонной кислоты придаст неприятный, терпкий вкус настойки. Настойку из лепестков роз можно применять уже сегодня. Я так и сделаю. Часть настойки я начинаю использовать уже сегодня, а часть налью по стерилизованным бутылкам и уберу в холодильник. Настойку надо держать в прохладном месте. Бутылки с настойками можно держать в холодильнике год. Советую для этого применять маленькие бутылочки, так как когда открывается новая бутылка, нет герметизация нарушается, и пока израсходуется настойка в большой бутылке, под конец содержимое может пропасть. Чайники с розовой настойкой укрываю теплым пледом, и вот в таком виде оставляю их на сутки. Через сутки достаю настойку и вуаля! Настойка из лепестков роз с волшебным ароматом готова. Достаточно добавить всего 1 чайную ложку настойки из лепестков роз на чашечку чая, чтобы самый обычный черный чай приобрел волшебный аромат. Хочу отметить, что аромат и вкус не единственное преимущество этого напитка. Как я уже говорила, настойка из лепестков роз достаточно широко применяется в народной медицине. Стоит чуть-чуть загуглить, и вы получите достаточно информацию о пользе чайной розы и настойки из нее. Лично я периодически, а это раз в 3-4 месяца, 10-15 дней подряд по столовой ложке пью эту настойку перед едой. Я ни в коей мере не призываю всех подряд начинать пить настойку из лепестков роз, как лекарство от всех бед. Это все-таки дело выбора каждого, да и при таких делах стоит посоветоваться с врачом. Я просто делюсь информацией. А у нас все готово для сказочного восточного чаепития. Добавляю чайную ложку розовой настойки в чай, подаю к нему пару восточных сладостей и прошу всех к столу. Приятного всем чаепития! Настоятельно рекомендую вам приготовить для себя и для своих близких эту волшебную настойку с восхитительным и незабываемым ароматом восточной сказки. Друзья, я была рада поделиться своим рецептом, опытом и всеми тонкостями приготовления настойки из лепестков роз на зиму. Готовите ли вы настойку из лепестков роз? Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!